Когда Говард Шульц впервые увидел автоматическую кофемашину «Эспрессо» в Милане, он был никем. Обычным парнем из бедного района Бруклина, выросшим в семье, где зарплаты хватало только на самое необходимое. Его отец, водитель грузовика, однажды получил травму на работе и остался без компенсации. Это событие стало одним из главных формирований мировоззрения Говарда. Он понял, что хочет создать бизнес, где люди чувствуют себя уважаемыми. Шульц с юности подрабатывал, мыл посуду, продавал, был обычным офисным сотрудником. И вот, оказавшись в Италии в деловой поездке, он увидел не просто кофе. Он увидел ритуал, культуру, человеческое общение. Идея Starbucks как третьего места между домом и работой родилась именно тогда, когда он предложил владельцам небольшой сети Starbucks идею кофейни с итальянским духом, его высмеяли. Они продавали зерна, а не эмоции. Тогда Говард ушел, нашел инвесторов, открыл свою первую кофейню и провалился. Но не сдался. Он вернулся, купил у прежних владельцев права на бренд Starbucks и начал строить империю. Сегодня Starbucks — это десятки тысяч точек по всему миру. Но в основе всего бедный мальчик, который сбежал от бедности и создал компанию, где каждый сотрудник получает страховку и участие в акциях. И пока кто-то пил дешевый растворимый кофе, Шульц мечтал о чем-то большем. Но, как выяснилось, мечта — это только начало. Стив Джобс был гением, но в молодости он был еще и невыносим. Он требовал невозможного, обижал коллег и вел себя как рок-звезда. В 1985 году правление Apple уволило его из собственной компании. Это стало шоком даже для него самого. Он был молод, самоуверен и вдруг остался никем. Но именно тогда началась настоящая трансформация. Он основал Next, технологическую компанию, которая провалилась в продажах, но создала систему, которая позже станет ядром будущей macOS. Параллельно он приобрел маленькую студию анимации Pixar. Мало кто знает, но именно Джобс сделал из нее студию мирового уровня, выпустив в 1995 году «Историю игрушек», первый полнометражный компьютерный мультфильм. Когда Apple была на грани краха, они выкупили Next, а вместе с ней и Джобса. Он вернулся как реформатор, спас бренд, запустил iMac, iPod, iTunes, iPhone и сделал Apple самой дорогой компанией в мире. Урок прост. Иногда падение — это не конец, а начало настоящего полета. Но сначала нужно выжить в свободном падении. Джон Пол де Джория — имя, которое знает каждый в индустрии красоты, но мало кто знает, как он начинал. Он родился в Лос-Анджелесе в семье итальянца и гречанки. В детстве продавал открытки и газеты, чтобы помочь матери. В юности присоединился к уличной банде. Взрослая жизнь началась с армии, затем он перебрался на должности в продажах. Его карьера складывалась нестабильно. Он работал в Redken, потом его уволили. На тот момент он был с ребенком на руках, без работы и жил в машине. С партнером-парикмахером Полом Митчеллом он занял $700 и начал продавать шампуни, обходя салоны красоты лично. Он мыл головы клиентам, рассказывал, объяснял и медленно рос. Пол Митчелл стал легендарным брендом в парикмахерской индустрии. Потом он основал Patron, один из самых успешных брендов текилы. Сегодня Джон Пол — миллиардер, но он не забывает прошлое, активно участвует в благотворительности, помогает бездомным, тем самым, кем был сам. Успех — это не только деньги, это выбор — сдаться или выстоять, даже когда спишь в машине. 2008 год. На счету Илона Маска остались последние миллионы. После продажи PayPal он вложил их в два направления — космос и электромобили. Но дела шли плохо. SpaceX трижды неудачно запускала ракеты, Tesla не могла масштабировать производство и шла к банкротству. У него был выбор — оставить деньги себе и спасти хотя бы одну из компаний, или вложить все в обе и рисковать потерять все. Он выбрал второе. В декабре SpaceX наконец успешно вывела ракету на орбиту. Этот успех убедил НАСА заключить контракт, а в Tesla началась внутренняя перестройка, и в следующие годы компания начала расти. Сегодня это две крупнейшие инновационные компании планеты. Но на момент решающего вложения Маск буквально жил за счет друзей и не знал, как прокормить семью. Риск — это не всегда красиво. Иногда это просто ужасно страшно. Но без этого не бывает настоящих прорывов. История Опры Уинфри — одна из самых вдохновляющих и сложных. Родилась в бедной деревне, подвергалась насилию в детстве, сбежала из дома. Уже в подростковом возрасте начала работать на радио и вести новости. Когда она появилась на телевидении, ее стиль, эмоциональный, открытый, живой, ему оказался неподходящим. Она получила шоу в Чикаго, и за короткое время оно стало самым популярным. Потом появился The Oprah Winfrey Show, который стал легендой. Она не просто вела, она слушала, сопереживала, задавала сложные вопросы. Она превратила
шоу в платформу для социальных и культурных изменений. В какой-то момент она отказалась от формата гостевое ток-шоу и создала свою медиакомпанию Harpo Productions. Стала первой чернокожей женщиной-миллиардером, но за этим стояло не шоу, а жизнь, полная боли, борьбы и внутренних решений. И каждое утро, выходя на сцену, она знала, миллионы смотрят и ждут не шоу, а правду. Но то, что было дальше, она не могла предсказать даже сама. В конце 80-х Ричард Брэнсон был уверен, его авиакомпания Virgin Atlantic способна конкурировать с кем угодно. Но он не ожидал, что против него пойдет гигант индустрии – British Airways. BA начали скрытую, но масштабную атаку, подделывали бронирование Virgin, распространяли ложную информацию, переманивали клиентов, подключили политическое влияние. Это была настоящая корпоративная война. Ричард был в бешенстве, но вместо открытой агрессии он нанял лучших юристов, собрал доказательства, привлек прессу и подал в суд. В 93 году BA признали вину, выплатили компенсацию и извинились. Для Брэнсона это была не просто победа. Это был экзамен на стойкость, на стратегическое мышление. Он понял, быть маленьким не значит быть слабым. Главное, не играть по правилам тех, кто сильнее, а создавать свои. Но даже он не ожидал, какая ситуация позже поставит под угрозу его бизнес-империю изнутри. 2008 год. Starbucks теряет позиции. Рост остановился, акции падают, новые точки пустуют. Говард Шульц больше не у руля, и компания дрейфует. Он возвращается, но не как герой, а как человек, которому предстоит решать очень неудобные вопросы. Он закрывает почти 1000 убыточных точек, увольняет сотни менеджеров, объявляет всеобщий перезапуск. Один день все кофейни закрыты, чтобы заново обучить бариста варить эспрессо. Многие в прессе высмеивают шаги Шульца, но он не отступает. Он снова делает упор на качество, атмосферу, смысл. Возвращает внимание к деталям. Запах кофе, улыбка кассира, мебель. Через пару лет Starbucks вновь на подъеме. Их приглашают в Китай, Южную Корею, Ближний Восток. Они становятся глобальной, культурной и бизнес-иконой. Но это история о том, что не каждая империя выдерживает удар. Главное, кто у руля, когда шторм. Когда Стив Джобс впервые описал идею телефона без кнопок, большинство его команды в Apple сказали, это невозможно. Он хотел, чтобы это был не просто телефон, а музыкальный плеер, интернет-браузер, камера и персональный помощник. Все в одном. Это звучало как фантастика. Внутри компании шли драки. Одни инженеры отказывались от участия, другие уходили. Даже поставщики не верили, что можно сделать стекло, которое выдержит удары. Но Джобс не сдавался. Он был одержим интерфейсом, дизайном, деталями. Он заставлял людей работать по ночам, менять прототипы за дни до презентации, менять иконки, шрифты, звуки. Когда iPhone вышел в январе 2007 года, он изменил все. Это был не просто продукт, это был поворот в истории технологий, культуры и бизнеса. А все начиналось с идеи, в которую никто не верил. Но, как показал опыт, иногда единственный, кто должен верить, это ты сам. Истории миллиардов почти всегда проходят через боль. Джобс, Маск, Шульц, Брэнсон – все они переживали потери, предательства, провалы. Но именно эти моменты формируют не деньги, а характер. У Маска были годы, когда он не знал, будет ли следующий месяц оплачен. У Опры был момент, когда она всерьез рассматривала самоубийство. У Шульца были слезы после увольнений. У Брэнсона – это ночи, когда приходилось продавать самолеты, чтобы покрыть долги. Каждый из них признает, боль – это не враг, это инструмент. Если научиться ее выдерживать и извлекать уроки, она становится самым дорогим активом. В мире бизнеса нет гарантий, но есть реакция. Именно в реакциях на удары и кроется формула устойчивости. Но что, если у тебя есть все, кроме людей, на которых ты можешь положиться? Когда Илон Маск строил первые прототипы Tesla Roadster, у него была команда, которой он не доверял. Конфликты, утечки, срывы сроков. Только после полной перестройки состава он получил ту команду, которую считал боеспособной. Опра окружала себя людьми, которых знала с начала карьеры. Многие из ее ближайших сотрудников остались с ней десятилетиями, потому что она строила отношения не как начальник, а как партнер. Ричард Брэнсон всегда говорил, сотрудники — это не расходы, это инвесторы твоего успеха. Он первым в Великобритании дал отцам оплачиваемый декрет. Он устраивал вечеринки не для шоу, а чтобы соединить людей. Все эти истории говорят одно. Можно быть гением, но без правильной команды ты никто. И наоборот, средний предприниматель с сильной командой может построить империю. Но что, если самый важный человек в этой команде — это ты сам?
Илон Маск не скрывает, он создает давление намеренно. Стресс, дедлайны, невозможные сроки — все это он считает не проблемой, а двигателем. Внутри его компании царит напряженная атмосфера, но именно в ней рождаются инновации. Когда в Tesla был кризис производственного ада, Маск спал на полу завода, ел фастфуд и лично проверял линии сборки. Он говорил команде: «Нам либо удастся, либо мы умрем». Он отменял отпуска, увольнял десятки людей за ошибки, запускал ночные смены. Это кажется безумием, но результаты говорят сами за себя. SpaceX за 10 лет добилась того, на что NASA потратила десятилетия. Tesla сделала электромобили мейнстримом. Neuralink, Boring Company, Starlink. Все эти проекты строятся на той же формуле. Давление плюс миссия плюс скорость. Он не советует другим делать так же. Он говорит: «Я не рекомендую этот путь. Это больно». Но он знает, только хаос, который ты контролируешь, способен привести к прорыву. Но есть кое-что, что Маск и другие миллиардеры считают важнее процессов и даже людей. Большинство думает, что цель бизнеса — деньги, но величайшие предприниматели часто ставили смысл выше прибыли. Шульц хотел создать третий дом для людей и только потом начал зарабатывать. Джобс стремился положить компьютер в каждый дом, а не продать побольше железа. Маск мечтает сделать человечество мультипланетарным видом. Когда Опра отказалась от миллионов, чтобы сохранить контроль над своим шоу, это был не бизнес-ход, а борьба за идею. Она хотела говорить правду и не дала продюсерам диктовать, что говорить. Именно идея — это то, что выдерживает кризисы, ошибки, конкуренцию. Если ты строишь бизнес ради денег, ты проиграешь первому же, кто строит ради миссии, потому что он будет терпеть больше, работать дольше и сражаться сильнее. Но даже идея не работает без времени, а это ресурс, который не купить. Стив Джобс потратил почти 25 лет, прежде чем создал iPhone. Шульц — более 15, чтобы Starbucks стал символом. Маск около 15 лет терпел убытки, страх, давление, прежде чем Tesla и SpaceX стали приносить стабильную прибыль. Ни одна великая компания не рождается за год. Все, что кажется мгновенным успехом, на деле десятилетия труда, боли, проб и ошибок. В мире, где все хотят быстро, миллиардеры выигрывают за счет терпения. Они готовы строить не модное, а нужное. Они думают на десятилетия вперед. Успех — это не ракета, это лестница. И каждый шаг — это год твоей жизни, который ты отдаешь идее. Поэтому, если ты где-то сейчас начинаешь, не жди чуда. Делай шаг, потом еще один и еще. И только тогда однажды ты оглянешься и поймешь, что уже на вершине. Это и есть настоящий путь к успеху. Долгий, непредсказуемый, но реальный.